Блин, там такие хорошие волны. О, Доброе утро. Я посмотрела прогноз. Волны в основном стоят на вечер. В принципе, они есть весь день, просто днем будет ветер, поэтому посмотрим, как получится покататься. Если получится покататься 2 раза, будет офигенно. Я покажу вам какие-нибудь видовые по пути все споты, ну или не все. Погнали собираться. Ой, кто тут у нас? Мяу, под грелкой. У меня тут на складе отдельная вешалка для гидрочей. Я вообще решила попробовать снимать такие видео не просто так. У меня есть на весну очень интересные приключения, которые я хочу провернуть. Начать показывать вот в таком более длинном формате. Поэтому решила опробовать съемку. Доска уже на машине. Недавно каталась. я сейчас посмотрела, прислали волны с русского. Там они вроде уже есть, небольшие, но как бы есть. Так что есть надежда вечером покататься на русский. Сначала заедем на Шамуру. С начала года я каталась всего 3 раза за 2,5 месяца. У нас в январе вообще не было волн в этом году. В феврале был один день с волнами, представляете? И в марте только вот где-то числа 15-го первые микроволны. И получается, зимой вообще не было волн, и я что-то немножко так подрастроилась, что осталась здесь зимовать, потому что просто не покаталась. Мне очень нравится, когда все разъезжаются, на пляжах никого, вообще на природе обычно никого. Очень редкие экземпляры людей выходят зимой у нас из дома гулять на какие-то природные места, и у нас прям пусто, в отличие от туристического сезона, ну там летнего, например. Зимой просто вообще пустотища, и так классно куда-нибудь ходить, ездить. Естественно, у нас практически никто на серфе не катается, особенно в маленькие волны вообще никто не катается зимой. Очень классно, когда ты одна на споте, на пляже катаешься, орлы парят над тобой, нерпы рядом плавают, и ты даже уже и не думаешь, что там вода -2, тебе пофигу. И у нас не такой холодный воздух, когда волны приходят. Сейчас для тех, кто немного разбирается в серфинге. У нас, получается, волны заходят с юга в основном. Зимой, когда дует южный ветер, ну или в принципе приходят волны, это вот южные всякие циклоны, отголоски южных циклонов. Северный ветер, который дует с севера, в основном там с Сибири, с Хабаровского края. Ну, в основном я так смотрела, что он с Сибири дует. Он приносит эти холодные ветра и очень жестко становится. Кажется, как будто температура -30. А вот когда с юга ветер дует, ну или даже не ветер дует, а просто циклон, там какие-нибудь, как те вихри, петли, руки, рукава циклона заходят с юга, то тогда достаточно тепло у нас. Зимой, когда приходят волны, обычно где-то 0 градусов. Самая минимальная температура, при которой я каталась зимой, это было в этом году. Было -7, но как раз с северным ветром, и это была просто жесть. Ого-го, там волны! Мы уже подъезжаем. Самый холодный был где-то -7, но чувствовалось это как -20, честно. Ну и в принципе самый холодный вот мой серфинг до этого года тоже был в -7, но тогда был как раз южный ветер, тогда было достаточно тепло. Все, поворачиваем мы на Шамуру. Вот они, волнишки. Так много людей едет на Шамуру, кстати. Вон машины проезжают, что я аж на аварийку встала. Ух ты! Блин, там такие хорошие волны! Сверху выглядит вообще огонь. Ну, посмотрим, что тут у нас сегодня. Небольшой ветерок уже дует. Вау! Уже потеплело, и смотрите, сколько людей здесь. Слушайте, но волны есть.
Я думаю, что сейчас посмотрю чеки еще с других спотов, и если там не будет ничего лучше, то здесь, в принципе, можно покататься для первого раза, а потом поехать на русский. Ну, выглядит прикольно. Да. Короче, кататься точно можно. Сегодня тепло. Попробую переодеться в школе. Сразу все достать. У меня офигенный чехол у доски. Он делает вот так. Доска у меня Peaceful Balance 9,5. Вот такая малышка-красотка. Good Lock называется модель. Естественно, под меня адаптированная. Если вам интересно про доску узнать подробнее, напишите. Я, может, сниму даже целое видео, расскажу про эту досточку. Вот. Тут есть переодевалочки. Давайте покажу сейчас, в чем вообще мы катаемся. У нас сейчас вода -1 где-то. И температура воздуха вот только-только стала +6. Ну что, переодеваемся. Боец готов к холодной воде. Шлем я надену, наверное, попозже, пока можно так на берег пройти. Перчаточки и резиночки тоже возьму с собой. Все это я еще возьму регистратор, поставлю снимать с собой. И я все туда в мешок закидываю. Термос. И в принципе все. Ну регистратор надо взять. И штатив вот я возьму. Вроде все взяла. Пойдем кататься. Ну что хочу сказать. Тут заметно поднялся ветер. Все раздуло. Так что, ну, посмотрим вообще, насколько это осталось катабельно. Но какие-то волны есть. Сейчас самое главное не прогадать с пиком, потому что непонятно, то ли вот сюда залезть, то ли вот сюда залезть. Если я камеру поставлю, то потом мне лень уже будет уходить. Я посмотрела, что на вот этом пике достаточно редко приходит, а сзади меня как будто бы намного чаще. Но ветер раздул, конечно, хорошо так. Пока вот такое. Но в принципе катабельное. Поставила я все-таки регистратор чуть наискосок снимать. Вот отсюда до сюда. Ну все, пошли кататься на ветровых. Ой, как громко волны. Вышла я, покаталась
Не сказать, что что-то нормально уехало. Сейчас посмотрю, что там у ребят на других спотах. Стоит ли отсюда уезжать или нет. Но вот сейчас здесь ветер. Но прикольно, все равно прикольно. Я созвонилась с Костей. На русском у нас все-таки не оправдался прогноз. Ну, в принципе, там направление такое специфическое сегодня. Поэтому он едет сюда, и походу второй заход будет здесь. Просто подожду, пока скиснет ветер, а пока покушаю, выпью чаек. Пока разговаривала с Костей, уже замерзла. Не так холодно было, когда вышла. Я тут уже развесила все свои вещички. Вот, повесила пока сохнуть все. Кстати, смотрите, это у нас американцы вот здесь на Шамаре гасили. Это вот скала, которая слева получается. И вот тоже. Это знаменитый фотограф, серф-фотограф Буркарт. Привет! Что ты, блог, да? Привет! Вот и наши подъехали. Ребята пошли чекать дальше. Буду сейчас согреваться, пить чаек. У нас тут вот прям рядом со школой есть ресторан Синема. Мы тут постоянно кушаем. Просто покатался, пришел, покушал. Пока ребята гуляют, точнее чекают, я под чаек расскажу, как я вообще покаталась. В общем, ветер усилился, когда я зашла, и стали волны гораздо больше. Они такие достаточно ветровые, ветром раздутые, хотя ветра на самом деле не так много было. Они двойные, тройные, надо хорошо выбирать. Я что-то давно не каталась на именно песчаном пляже, на бичбрейке, и мне, конечно, было тяжеловато. Нужен особый скилл, чтобы выбирать и уметь кататься на таких волнах. Не сказать, что что-то вообще нормальное поуезжало. Ну, вообще прикольно. А, еще я пошла кататься без леша, потому что сначала волны были маленькие, ну, потом они тоже были небольшие. Но все равно, когда температура воды -1, бегать за доской — такое себе удовольствие. Надеемся, что ветер закончится, и можно будет нормально покататься на классных волнишках наших. Короче, ребята чекнули и уехали на русский обратно, откуда и приехали. А тут, кстати, волны подворавниваются, но я не хочу здесь оставаться, если честно. Я очень хочу на русский проехать. Просто быстро складываюсь и мчим на русский, чтобы успеть хотя бы часик покататься. Погнали на русский. Все-таки очень хочется мне туда съездить. Я думаю, интуиция не должна врать. По пути как раз красивых видов еще покажу. Будем проезжать. Мне вообще очень нравится эта загородная дорога. На самом деле тут город вот за сопочкой, но ощущение полнейшее, как будто ты где-нибудь по краю просто едешь. Очень красиво. Тут еще когда деревья зеленые или осенью, когда желтые, сопочки проглядывают, море, бухты. Очень красиво. Люблю эту дорогу. А это у нас объездная дорога, которая идет в объезд города вдоль моря. Можно будет заехать на другой спот. Патрокол называется. Это один из самых лучших лонгбордических спотов у нас в Владивостоке. Там супер длинные волны бывают. Это проезды по полминуты. Ну как-то прям тут совсем маловато. Осталось уже совсем чуть до заката. Я думаю, что все равно мы поедем на русский, посмотрим, как там. Ну вот мы и почти на русском мосту. В хорошую погоду здесь видно маяк, который Токаревский, самый наш известный владивостокский. Ну а сегодня что мы увидим? Только ванты вот можно увидеть. Сейчас мы будем подъезжать к кампусу Дальневосточного федерального университета. То ли в 2012, то ли в 2013 году объединили практически все университеты во Владивостоке в один большой такой университет. И получился ДВФУ. Я там училась. Полосочки есть.
Одинокий воин сидит в воде. Ну, волнишки выглядят интересно. Но они такие тоже совсем малыши. Ну, я сейчас посмотрю, Костя вообще уедет что-нибудь или нет, и тут уже буду думать. Ну, вон какой-то сет хороший идет прям. О, ну такие, да, закрывашистые. Все, буду переодеваться, лезть. Костя мне только что, значит, из воды помахала, чтобы я вообще не лезла в воду. А до этого он уехал в волны, но просто не длинные, как бы. Не верю. Нормальные же волны. Сколько время? Не, здесь нечего делать. Костя, короче, уезжает. Я полезу тут. Буду, значит, одна кататься. Хочу сказать, что мокрое, холодное надевать неприятненько, конечно. Время 7, закат в 7:30. Посмотрим, сколько я покатаюсь в итоге. Это было, конечно, весело. Они такие резкие, капец. Ух. Ага. Долбанулась. Ну, ничего, заклеим. Не то чтобы сильно. Все, переодеваться. Дождь пошел. Ох. О, у меня губы еще не отморозились. Плохая артикуляция. Руки отмораживаются. Но они, кстати, больше при переодевании замерзают, чем в воде. Ты когда переодеваешься, то там на холодные камни встаешь. Еще дождь пошел. Ну, вот такой не сильный, хорошо, не намочила мои вещи. Покаталась я вообще прикольно, на самом деле. Я не пожалела, что залезла. Где-то 45 минут покаталась. Волны были прям такие резкие, достаточно интересные. То есть это не простые волны были. Надо было очень быстро соображать, сразу как будто бы уже машинально что-то делать. Ну, сильно особо времени не было подумать на этих волнах. Еще, на 2 последних волнах у меня доска улетела в берег, я там чуть коцнула. Особенно на последней волне. Я просто еще думаю, вот сейчас еще чуть-чуть, еще 2 шажочков сделаю. Ага, и все, и в берег. Еще пару раз меня очень классно прополоскало. Когда вода -1 заливается под шлем, это вообще, это такие ощущения. Это, знаете, на секунду просто шок схватываешь, такой вот как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Это просто вот оцепенение, потому что настолько холодная вода затекает внутрь, что кажется, что она горячая. Мозг не успевает это все обработать. Ты такой сидишь и вообще не понимаешь, что происходит. Но я еще обещала же видовые показать, так что не знаю, может, если сильно дождя не будет, то может на видовые еще заехать. Посмотрим.
Я пока чуть-чуть отогреюсь, и там посмотрим, что дальше будет. Дождь вроде то ли закончился, то ли не сильный. Не знаю, как в туман будет ли что-то видно. А это у нас уже Золотой мост. Мы приехали в Нагорный парк. Это достаточно новая видовая. Раньше тут был просто густой лес, сопка. Ну вот, облагородили. Сделали видовую красивую. Как будто фильм кто-то смотрит. Деревьев, трав, мхов, кустарников, грибов и папоротников. Ткань одеяний гор является домом для множества живых существ, включая человека. Такие богатые одеяния дано носить далеко не каждой каменной глыбе большого мира. Многоголосый мир живой природы, и разнится он от места к месту, ибо земля велика. Сейчас мы находимся в особенном месте, где среди многих сопок и гор извиваются долины с реками и ручьями, впадающими в океан. Мир живой природы здесь древний, так как это место находится под стражей великих гор, оберегающих хрупкий живой мир от безжалостной ледяной стихии. В этом месте и был основан город на сопках Владивосток. Говорят, и в наши дни можно увидеть первобытные искры земли, обычно теплящиеся в сердцах гор. Ну вот такой получился денек. Я покаталась аж 2 раза. Прогулялась, показала вам красивую видовую новую, самую популярную во Владивостоке, кстати, сейчас. Вот, все, пора домой. Всем до встречи. Пока.